Здравствуйте, дорогие друзья, гости канала. Давайте сегодня посмотрим на тему «Кому ты не даешь покоя». Итак, смотрим, кому ты не даешь покоя. Для начала посмотрим, кто у меня пришел на расклад, а потом уже кому не дает покоя это особо. Кто пришел на расклад? Опа! Так, надеюсь, вам видно. Человек, который стоит на перепутье, на распутье, на пороге чего-то нового, а всего-то навсего надо принять обычное решение и просто сделать этот шаг, потому что период уже один закончен, а какое-то вот здесь ощущение, что как будто бы человек как стоит на месте пока что. Но самое интересное, что вы, дама, королева жезлов, это целеустремленная, сексуальная, наполненная энергией, то есть такая вот прям достигаторша. Вам все подвластно. Здесь начнут исполняться какие-то ваши заветные желания, я бы даже, да, так сказала, то, о чем вы раньше когда-то мечтали. То есть все это начнет как-то воплощаться. И вас это может немного выбить из колеи и как-то вот закрытость появиться, да? Мгм, мгм. Вы такая дама мечтательница, любите все взвешивать, не открывайтесь первому встречному. Вот вы не открытая личность. Возможно, чему-то обучаетесь, что-то изучаете, но это все делаете вы во благо себе. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете и осознаете, что в перспективе это даст вам результат, плоды, те, которые вы хотите получить. Вы умеете обращаться с деньгами. Возможно, вы такая дама очень хозяйственная, характерная. Потому что вы посмотрите, как вы легли. И жезловая дама, и пентакли. То есть это огненная такая, да, стихия, когда вы беретесь за какое-то дело, то вы доводите его до конца. Вы отдаетесь 100% этому делу. То есть вы полностью себя отдаете. Плюс при этом вы можете и умеете замедляться, заземляться, быть в моменте здесь и сейчас. То есть у вас налажен быт, вы умеете обращаться с деньгами, как-то вот умеете их зарабатывать, знаете, где их зарабатывать, да, можно. Поэтому могу сказать, что не боитесь режима экономии. Вот. Вы человек практичный. Я не могу сказать, что вы жадная личность. Нет. Но вы человек практичный. Вы, прежде чем что-то купить, подумаете, да, нужно вам это или нет. Вы умеете откладывать деньги на потом, потому что вы понимаете прекрасно, что, допустим, там, ну, в жизни бывают абсолютно всякие ситуации. Мы же все-таки идем вперед по жизни. Вот. Вы все... Но единственное, что я вот могу вам сказать, вот вы стараетесь грести вперед, но при этом вы как будто бы оглядываетесь назад. То есть вы словно двигаясь вперед по жизни, тащите за собой вот таким вот волоком свое какое-то прошлое. Вот. Прошлое, оно бывает разным. Есть позитив, который не отпускает нас, есть также негатив, который заставляет нас постоянно прокручивать те или иные моменты. Но могу сказать, вы личность на данный момент закрытая. Вот вы закрылись, вы не хотите никого, не подпускаете никого, вы, возможно, сидите в заперти, сами себя заперли. Может быть, ни с кем не общаетесь. Но вы время зря не теряете, потому что вы это все делаете во благо себе, для себя, любимая. То есть вы понимаете прекрасно, что лучше быть одной, чем собирать вокруг себя хороводы абсолютно ненужных людей. И при этом, ну, растрачивать себя зачем? Не надо. Так, хорошо. Причем вы такая дама, которая очень резко и может принять какое-то решение. Прям вот так, бах, и все. А вот сегодня я меняю свою жизнь. Бах, и все. И вот и пошла дальше. Да? Резко все поменяла, резко пошла и достигла невероятных результатов и невероятного успеха. Хорошо, я вас оставляю
Не знаю, мне хочется почему-то больше пентаклевой вас составить. Ну, какая разница, пентаклевая, жезловая, это все равно вы у меня. И будем смотреть, кому вы не даете покоя, кто думает о вас постоянно, да, то есть что это за человек. Итак, кому вы не даете покоя? Кому вы не даете покоя? Так, смотрим. Кто тот человек, который беспокоится о вас? Здравствуйте, король кубков. А он же и король пентаклей. Два мужчины. Либо это один. Сейчас будем смотреть. Так, мужики, что же это вы так беспокоитесь об этой барышне? Колитесь. Так, кубковый, давай. Ты чего? Он говорит, я из прошлого. Люблю ее, не могу. Нравится она мне. Ты? Такой, я из будущего, да? Я из будущего, уже переживаю за нее. Нет, здесь мужчина, возможно, я вам скажу так, это тот, кто может дать вам райскую жизнь. Это какой-то вот очень дядька влиятельный. Очень он уж прям такой обеспеченный. Это один и тот же. Вот идет мне все равно. Вот мне идет, честно скажу, девочки, два предателя мне вот идет вот так вот. Те, кто поступили с вами, вот это два отдельных дядьки, которые поступили с вами очень-очень плохо. И они оба из прошлого. А вот этот вот, он такой при деньгах прям хорошо, стабильно стоит на ногах. Он умеет зарабатывать очень хорошо. Он умеет дарить подарки дорогие, красивые. Вот, то есть у него есть деньги. Он очень такой богатый даже, да, вот я бы так сказала. Хорошо. Ну, давайте я их так уж разделю. Вот эта пятерка мечей пусть здесь будет. Вот так вот положим. Ладно, и зачем спрашивать? Вот этот король, вы ему не даете покоя. Так, что ты собираешься делать вообще? Здесь мужчина будет пытаться как-то прикладывать усилия для того, чтобы вас заполучить. Но здесь больше не вас заполучить именно в интимном плане, да, а здесь больше, допустим, вот он как-то через разговоры, через коммуникацию, вот как-то вот он будет пробираться к вам. Но вы понимаете, в чем дело? Он в ваших глазах какой-то вот он все равно недорослый какой-то. Ну, то есть он незрелый. Он вас безумно желает, как женщину. Очень прям даже. Вот. Вы будоражите его внутрянку. Когда-то у вас с этим мужчиной была любовь. Причем это была прям любовь-любовь. И он вас очень сильно любил и любит, походу, до сих пор. Вот. А вы как к этому мужчине относитесь? А вы выстроили забор. Вот так. Потому что, как показывает опыт, доверять нельзя. Вот. То есть вы вроде бы общаетесь, может быть, вы даже общаетесь с ним. То есть если вы с ним коммуницируете, то здесь вы не подпускаете его к себе. Вот так. Хорошо. Что вот этот мужчина? Вот вы не даете ему покоя. Будет ли он как-то? Что он будет делать? Что он будет делать? Он будет предлагать вам какой-то совместный проект. То есть либо это будет работа. То есть что-то совместное. Давай-ка мы будем с тобой вместе элементарно выращивать виноград. Ты будешь собирать, делать вино, я его буду пить. Будем, ты будешь продавать, я буду считать деньги. Простите, девочки, что-то у меня... Вот у меня ощущение, что он очень хитрый. Я не знаю, вот мне прям внутри какая-то вот от него такая хитрожопость, вот.
Я не знаю, типа, давай, вот мы с тобой вместе, вот будем, все у нас будет хорошо. Но вот у меня помимо тебя еще кто-то будет, да и не одна. Но это же ничего страшного, конечно, ничего. Девочки, ну нет, здесь, конечно, человек сам по себе, он пустой, он очень сильно разочарован, и вы в нем тоже разочарованы на самом-то деле. Вот ощущение такое, как бы вечно это вот с этим дядькой какой-то треугольник. Как вы к нему вообще относитесь? Вообще, как вы к нему относитесь? О, он вас вообще полностью вдребезги разбил. Он вас разбил. То есть он разбил вам сердце. Тут тотальное разочарование, понимаете? И у него в любви разочарование полнейшее. Ну так вопрос, да? Зачем ты сам делаешь больно женщине? А потом тебе же это все возвращается. Ну согласитесь, это же всегда так работает. Не бывает такого, что вот такой прям мужчина прям, боже, одуванчик. Все такое прям хороший весь со всех сторон, а вот одни бабы ему такие стервы попадаются. Нет, такого не бывает. Все мы все получаем по нашим заслугам. Хотя, кстати, вы знаете, я сейчас вот сказала, сама подумала о том, что очень часто бывает такое, смотришь, думаешь, господи, какой мужик классный, а, и такой и добрый, и он вроде бы все делает, но рядом с ним такая горгона. Очень часто такое бывает, конечно, да и наоборот. Вот, ну, в общем, здесь тотальное разочарование, здесь какая-то пустота. Он разочаруется как-то. И знаете, здесь, смотрите, он будет вам предлагать какое-то совместное сотрудничество, какое-то веселье. То есть все это будет преподноситься вот так, но это будет из-за чувства безысходности. Вот. Он будет на очень таком эмоционально подавленном состоянии вот находиться. Вот. Проявится к вам. Так, ну, что вот этот к вам чувствует на данный момент? Помимо желания вот этого вот, да, любовь была у вас с ним. Что он чувствует к вам? Он говорит, она семья моя. Слушайте, здесь попахивает бывшим мужем каким-то вот таким вот. Бывший муж. Он говорит, это моя семья. Вот и все. А этот, как к вам относится Пентаклевый на данный момент? Ну, он больше как с обидами, наверное, какими-то, злость какая-то у него идет как-то. Вот он больше логически к вам настроен, нежели по любви. Здесь, возможно, даже злость. Он злится на вас. А что ты злишься? Он хотел, чтобы вы дали ему шанс для того, чтобы он вас завоевал. И здесь тоже вот человек настроен как-то на семью, но он почему-то очень злится на вас. Видимо, вы его шанса не дали. Вы ему его бортанули, скорее всего, прям конкретно, потому что он вам вот такое вот сердечко-то разбил. Вот. А он хотел быть победителем в ваших глазах. Такой весь прям, уф. Вот. Семью, возможно, хотел. Но они оба, видите, как поступили с вами. Нехорошо. Оба предатели. Два предателя. Молодцы. Хорошо. Так, это мы поняли. Ну, давайте для вас совет посмотрим, потому что, в принципе-то мы посмотрели, кому вы там не даете покоя. Какой для вас совет вообще? Я вам скажу так, вы такая молодец, вот правда. Совет для вас. Совет. Обрубите вообще резко, неожиданно абсолютно все. Вот прям вам даже меч дадут. Берите, обрубайте. Это и все, идете дальше. Вот она, вы у меня опять вышли. Видите, как королева жезлов. То есть здесь важно поставить вот все, вот это все, вот эти вот два персонажа и все, что с ними связано, это все уже в прошлом, это умерло, понимаете? То есть вот эти вот уже, ну, как бы не воскресить ничего, ни с этой стороны, ни с этой стороны.
Эти люди себя проявили, но вы им не даете покоя. Почему? Потому что в свое время надо было ценить. Ни один, ни второй этого не сделали. Вот. А когда вы уже более-менее начали как бы идти своей дорогой, то, естественно, наполнились, возможно, вы как-то... А еще, знаете, очень интересный момент бывает, когда мужчина вообще не понимает, что у вас происходит. Они же тоже фантазеры, дай бог каждому, да, они там себе сами себя накрутят, то, что у вас там целый хоровод ухажеров, их же это злит. Вот. И, естественно, вы не даете покоя. Вы очень красивая, видимо, вы та, которая оставили отпечаток в их сердцах. И тут, безусловно, просто поступать надо по-человечески. А вот тут, что тут, что тут, это фрукты такие нехорошие. Ну вот, в общем, 2 ухажера у вас выпали сегодня. Это те мужчины, которые без ума от вас, вот, которые думают о вас постоянно. Вот такой вот у нас был сегодня расклад. Благодарю вас всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, у меня еще есть канал интересный на Бусти. Там тоже много чего интересного, поэтому обязательно переходите по ссылке. Ссылка будет в описании под видео. Там вообще очень круто. Вот. Те видео, которые есть на Бусти, их нет вообще нигде. То есть это исключительно для Бусти я снимаю. Поэтому там много интересного. Вот. Благодарю вас всех за расклад. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.